3. Здравствуйте! Слово «цигун» относительно молодое. Повсеместно оно стало применяться только в начале 20 века. И мне очень нравится название этих древних практик, когда слова «цигун» еще не было. Пестование жизни, искусство укрепления здоровья и продления жизни, совершенствование тела и духа. Такие высокие названия древних практик. И может кто-то возразит, возможно, цигун устарел, зачем нам столь древние упражнения? Ну, конечно, мир изменился, меняется с космической скоростью, но человек остался таким же. Он также живет по тем же законам природы. Нас тянет на природу, к теплому солнышку, к родниковой воде, свежему воздуху. И даже не успеваем заметить, как восстанавливается настроение, силы и здоровье от общения с природой. А такая была удивительная эпоха Хань, она длилась 400 лет. Это был расцвет культуры, искусства, политики. Время каких-то грандиозных открытий, Великий Шелковый путь. Строились дворцы, храмы, огромные подземные гробницы. И китайская медицина, древние упражнения по совершенствованию духа и тела, иероглифы. Вот в эту эпоху Хань они установились, они обрели свою сегодняшнюю современную форму. Вот сегодня мы их тоже используем. И в основном в моих занятиях вот эти упражнения из эпохи Хань. И более того, из мавандуйских текстов. Эти шелковые свитки с древними упражнениями нашли при раскопках гробниц эпохи Хань. Вот как помогли гробницы. Это были удивительные упражнения, но они были сформированы, отшлифованы в эпоху Хань, а сами они относились еще к большему древнему времени, где-то к IV-III векам. Вот такие древние упражнения мы делаем, они все относятся к упражнениям молодости, долголетия, красоты. Не болеем и не стареем, обретаем алмазное тело, которое не болеет и не стареет. И сегодня мы сделаем два упражнения, которые включают в каждодневные разминки. Сгибаемся и выпрямляемся, первое. И древние о нем говорили так. Живи, сохраняя покой. Дыши естественно, созерцай солнце и луну. Сгибайся и выпрямляйся. И тогда старик обретет силы и помолодеет, а молодой не состарится. Мы будем делать все посильно, не напрягаемся сильно, но небольшое комфортное напряжение, без напряжения будет. Мы сейчас укрепим кости, мышцы, энергетическую систему, сделаем тело стройным. Здесь будет выполняться и массаж живота, укрепятся и подтянутся мышцы живота. В общем, омолаживаем себя, на диванах, на кроватях засиделись, поэтому нам поможет воображение. Перенесемся в природу, представимся в лучиках утреннего солнышка. Все лучики направим по всему телу, в косточки, в суставы, им тоже не хватает солнца, света и тепла. И самый толстый лучик в центр груди, косвенно укрепим легкие дыхания, главное душевные силы и сердце. Голова успокоилась, она легкая, прохладная. Все тяжелые мысли ушли, тревоги ушли. И мы начинаем. Руки в стороны. Комфортно сгибаем в локотках, сжимаем кулачки. Секунды 3 стоим, дышим естественно, комфортное напряжение. И попробуйте найти клеточку, которая не участвует в этих движениях. Если физкультура, когда мы выполняем упражнения физкультуры, укрепляет какие-то отдельные группы мышц, то здесь в потоке энергии вовлекается все наше тело. И расслабляем немного руки. Сгибаем. Очень полезно при недомогании костей, для укрепления суставов.
Сейчас мы погреем поясницу, чтобы мы были более гибкими, окреп позвоночник, черпаем воду. Поясница, почки – это вода, накладываем на почки, и улучшается потрясающее кровообращение ног, уходят отеки, нормализуется давление. Теперь поскибаем ноги. Пальчики вверх, внимание на пяточки. Внимание на пяточки улучшит кровообращение головы, поможет движению энергии по расцветающему кругу, улучшит кровообращение ног, устранит отеки. Здесь по пяточке проходит самый длинный путь мочевого пузыря. Очень богатое движение для мышц, костей и сосудов. Еще зачерпнем воды, поместим на почки. Спасибо, что уже заметили, что простые упражнения, но наполненные энергией и очень эффективные. Вот такой удивительный цигун. Потому что, несмотря на простоту, сила этих движений очень велика. Три, 5, 7 раз будет достаточно выполнить движение. А теперь сгибаемся, выпрямляемся в талии. Назад отвели лопаточки, назад укрепляем легкие, расправляем грудь, укрепляем сердце. Постоим, вот видите, живот комфортно втянут. Я говорила уже об этом, идет массаж живота и укрепление мышц живота. Стройное тело обретаем, здоровые косточки, гибкие мышцы. Тело должно быть гибким и растянутым для правильного движения энергии. А теперь вращение. Второе упражнение. Земля. Цигун вращения. Земля только вращается и существует вечно. Вот такое богатое упражнение. И это главное движение природы. Начнем с плечиков и груди. Расправим легкие, сердце, чтобы доступ энергии был к сердцу, к легким, к дыханию. Вращаем все с широкой амплитудой, всего 3 вращения. Широкой амплитудой, не дергаем косточками, плавно дышим естественно. Вращаемся в пояснице, мы ее уже погрели, тоже с широкой амплитудой. Передохнем и в другую сторону. Прекрасные вращения для укрепления позвоночника и вращение ногами. Поместим ладони на колени и вращаем вовнутрь. Тепло из ладошечек идет в коленные суставы. Внимание можно подержать на пояснице. Если устали, отдохните. Можно выполнить упражнение сидя, как вам комфортно. Наружу. В левую сторону. И в правую сторону.
После такой разминки неплохо принять душ и, промывая себя реальной водой, смыть сверху вниз к пальцам рук и ног по природным путям усталость, напряжение, вирусы, недомогание, все, что мы накопили ненужного. Не надо представлять белый туман или воображаемый водопад, а промыть под реальным душем. Все равно же мы моемся, и совместить помывочный процесс с занятием цигун. Всем здоровья, и традиционно мы ставим новые легкие. У вас в ладонях ваши идеальные легкие. Им очень тяжело, их всегда полезно укреплять в любой период времени года и периоды каких-то вирусных инфекций. Живем долго, без болезней и старости. До следующей встречи.